Is it working when I'm... Yeah, it should work when I'm just... Я сегодня с микрофоном, поэтому я надеюсь, что будет все слышно. В общем, сегодня мы хотим с вами погулять немного по Буэнос-Айресу и узнать слова, которые вы и так уже все знаете, и узнать новые слова, которые вы, может быть, не слышали. Мы начнем с дома, где мы живем. Погуляем по улицам, посмотрим на машины, увидим магазины. Не буду все рассказывать, хорошо? Все. Мы начнем с двери, мы начнем с дома. Вот у нас такая красивая дверь. Это замок, и у подъездов, у домов вот такие старые домофоны. Вы можете посмотреть, и вы можете увидеть, что квартиры здесь достаточно странные. Например, здесь квартиры LMNO и так далее. То есть здесь квартиры не называются 1, 2, 3, 4. Они называются по буквам. Потом у нас есть такие окна красивые, но они закрыты. И понятное дело, потому что все двери в Буэнос-Айресе мне очень нравятся. У них есть... видна история, понимаете? Видна история. Вы, может, подумаете, что это за интересные такие вещи. Я сначала тоже не знала. Но внутри здесь спрятаны счетчики. Я думаю, это счетчики на электричество или на воду. Да, вот мы такие идем. Ну, посмотрите, какая красота вообще. Какие красивые жалюзи. Вот там ставни, окна и вот такие железные решетки. Так как мы пешеходы, мы идем по пешеходной части. Вот эта дорога, это для пешеходов, пешеходная часть. А с другой стороны, где машины, это проезжая часть. Проезжая часть – это часть для машин. И вы видите, что здесь очень много машин припарковано. Вот это синяя машина, красная... нет, эти не припаркованы. Они сейчас будут ехать. Сейчас мы с вами стоим на перекрестке. Перекресток – это часть, где соединяется несколько дорог. Вот, это перекресток. И что здесь есть интересного? Светофоры, конечно же. Это светофор. Потом есть знаки. Видите знак с велосипедом? И за этими заборчиками, видите, едет велосипед. И велосипед едет по велосипедной дорожке. Еще интересная вещь про Буэнос-Айрес, которой мне хочется поделиться с вами. Для пешеходов белый светофор. Обычно он везде зеленый или нет? Как в вашей стране? В России он зеленый. Я видел только зеленые светофоры, но здесь он белый. Смотрите, какой красивый. What a nice bus. Смотрите, какой красивый автобус. Видно, что он немного несовременный, но при этом очень такой, знаете, винтажный. Одна вещь, которую я часто слышала про Буэнос-Айрес, мы в Буэнос-Айресе, что Буэнос-Айрес похож на Париж или что Буэнос-Айрес похож на Нью-Йорк. Я не знаю, я была в Париже, но я не была в Нью-Йорке. Вы можете посмотреть, похожа ли эта улица на Париж или Нью-Йорк. Я не знаю, сомневаюсь. Мне кажется, что Буэнос-Айрес очень уникальный город. Вы видите, что много машин, вы видите, что много машин просто припаркованы на улице. Но здесь есть еще частные парковки. И вот, например, там частная парковка за таким забором. Сейчас воскресенье и 9 утра, поэтому здесь достаточно тихо. Вот гуляют только редкие люди с собаками. Вот, кстати, еще одна парковка у дома. В Буэнос-Айресе на стенах очень часто нарисованы какие-то надписи. К сожалению, я не знаю испанский, поэтому очень сложно понять, что там написано. Обычно надписи на стенах очень универсальны в любой стране. Одна вещь, которую я ненавижу, когда ты гуляешь по улицам Буэнос-Айреса, здесь везде кондиционеры. И, понятно, например, сейчас 9 утра и уже 33 градуса или 30 градусов, я не знаю. И эти кондиционеры капают. И ты идешь,
и тебе постоянно на голову что-нибудь капает. Это ужасно бесит. И да, кстати, сейчас воскресенье, сейчас 9 утра, и вы видите, что все закрыто. Что здесь закрыто, например? Например, у нас закрыта парикмахерская. Но видите, это не простая парикмахерская, это парикмахерская для мужчин, барбершоп. Вот такой вот бородатый мужчина у нас на стекле, на витрине. Вот за решеткой, дверь закрыта. Следующий закрытый магазин – это пекарня, панадерия по-испански. Что здесь у нас продают? Чурос, фактурос, я не знаю, что это. Торты, фритос. Я не знаю, я еще живу всего лишь 1 неделю здесь. Сыры. Следующий закрытый магазин – это какие-то сыры. Вот здесь сэндвичи. Я думаю, сейчас я понимаю, почему говорят, что Буэнос-Айрес похож на Нью-Йорк. Посмотрите на эти цены. Вот эти черные штуки, это называется вывеска. У магазинов есть вывеска, где написано расписание работы. То есть здесь с февраля по март. Сейчас март. Еще важная вещь. Во-первых, мусорка. Очень важная вещь. И вторая важная вещь – это заправки для машин. И сейчас живописная часть Буэнос-Айреса. Это называются мусорки или... Я не знаю даже, как они называются. Наверное, мусорки. Если вы русскоговорящий и смотрите это видео, напомните, пожалуйста, мне, как называются вот эти большие штуки для мусора. Хотя Буэнос-Айрес очень урбанистический город, очень современный город. Здесь много зелени тоже. Это приятно, это хорошо. Ой, посмотрите, какая красивая картина прям на заборе. Что мне нравится в Буэнос-Айресе, это огромное количество разных зеленых кустов или деревьев. Видите, сейчас очень жарко, поэтому листики такие уже сухие. Но вот такие красавцы большие стоят или на стене. Вот посмотрите, здесь или дальше там все зеленое. Красиво, красота. Согласны? Я тоже так считаю. Вот хорошо поговорили. Вообще все с друг другом согласны. Это ли не чудо, правильно? Что еще мне нравится в Буэнос-Айресе, это... Ой, смотрите, бассейн. У этого дома есть фонтан. Я не знаю, это бассейн или фонтан. Похоже, что просто фонтан. Я думаю, что на этом можно, наверное, заканчивать нашу небольшую прогулку по Буэнос-Айресу. Мы сейчас пойдем, не знаю, есть мороженое или просто домой, потому что уже становится жарко. И куда вы еще хотите сходить? Пишите в комментариях. Была рада вас всех видеть. Пока-пока.